Рада приветствовать вас на своем канале Клубок Желаний. Сегодня будем вязать вот такие носочки с укрепленной пяточкой, подошвой и мысочком. Буду вязать носочки по кругу. Для этого нам необходима носочная пряжа. Я выбрала пряжу от Пехорки. В составе 50% шерсти и 50% акрила. 100 грамм 200 метров. Я очень люблю эту пряжу. Она пахнет шерстью. На ощупь акрил совершенно не ощущается. Здесь написано, что стирать только вручную, но я стираю в стиральной машине на режиме шерсть, и с носочками ничего не происходит. Единственное, вот последняя партия мне попалась немножечко, шерсть добавлена жестковато, но я надеюсь, что после стирки она станет мягче. Этикеточки вот от этого клубочка, к сожалению, у меня не сохранилось, но я записала себе номер цвета 178, светло-сиреневый. Буду вязать на носочных спицах. Использую два комплекта носочных спиц номер 2,75 для резиночки голенища и верха носочка. А вот укрепленный рисунок буду вязать на спицах номер 3, потому что вот этот рисунок укрепленный, он стягивает полотно. И чтобы мне сильно не стянуть, я беру обычно спицы более толстые, чтобы вот у нас получался вот такой красивый эффект. Но если вам неудобно вязать на двух парах спиц, тогда берите одни спицы и просто этот рисунок вяжите немножко свободнее. Для начала вязания нам необходимо связать образец, постирать его и померить свою плотность вязания. Моя плотность вязания лицевой гладью спицами номер 2,75 составляет 1,9 петли и 2,9 ряда. Я для сравнения померила и плотность вязания укрепленного рисунка на спицах номер 3, чтобы вам показать, что он гораздо плотнее. Далее нам необходимо снять мерки. Ссылочку на основные мерки, которые необходимо снять для вязания носочков, я вам оставлю, обязательно посмотрите. Но я снимаю только две мерки. Это обхват вот в этом месте в подъеме, он называется большой обхват. И он у меня составляет 23 сантиметра. Также я измеряю длину стопы. Моя длина стопы 24,5 сантиметра. У меня 37 размер обуви. Далее мне необходимо посчитать, сколько же петелек нам набрать для резиночки. Для этого я умножаю вот этот размер большой обхват 23 сантиметра на плотность моего вязания именно лицевой гладью 1,9 петли. И у меня получается 43,7 петель. И мне необходимо, чтобы вот это вот число делилось на 2, так как я буду вязать резинку 1 на 1. Я округляю это значение в большую сторону и получаю 44 петли. На спице номер 2,75 набираю 44 петли плюс одну петлю дополнительную для замыкания в круг. Набирать буду самым простым методом. Теперь я распределю петли на 4 спицы. На первую спицу я наберу 12 петель плюс одну дополнительную, которую мы делали лишнюю. На вторую я наберу также 12 петель, а на третью и на четвертую у меня останется по 10 петель. И проверьте, чтобы у вас не перевернулись петельки, чтобы косичка шла ровно по всем спицам. И теперь замкнем наше вязание в круг. Для этого вот эту лишнюю петельку, которую мы набрали на левой спице, на первой, мы переносим на правую спицу. И последнюю петлю с правой спицы набрасываем на эту лишнюю петельку. Вот так. И хвостики затягиваем ниточек.
И вот эту лишнюю петельку я не переношу обратно, а оставляю на правой спице. И начинаю вязать резинку 1 на 1 по кругу. Я вяжу бабушкиными петлями, поэтому первый ряд вяжите как удобно. Я провяжу все петли за переднюю стенку. 1 лицевая, 1 изнаночная. 1 лицевая, 1 изнаночная. Во втором ряду петельки лягут так, как они обычно ложатся, и я вам покажу, как правильно вязать резинку 1 на 1 бабушкиными петлями. Провязала я первый ряд, и обратите внимание, как нужно правильно вязать резиночку бабушкиными петлями. Лицевую нужно провязать за переднюю стенку, она у нас правая. А изнаночную нужно провязать за заднюю стенку, за правую заднюю стенку, чтобы петли не были перекрещенные. Лицевую за переднюю, а изнаночную за заднюю. И подхват ниточки в бабушкином методе идет снизу, под спицей. Лицевая за переднюю стенку, подхват ниже спицы. И изнаночная за заднюю стенку, подхват нитки также ниже спицы. Я снимала видео про методы провязывания петель и как правильно вязать резинку 1 на 1 именно бабушкиными петлями. Обязательно посмотрите, чтобы не делать ошибок. Вяжем дальше резиночку 1 на 1 длиной примерно 8 сантиметров. Резиночку мы провязали, теперь мне необходимо связать голенище. Вот это вот место. Буду вязать примерно 1,5-2 сантиметра. Меньше я никогда не вяжу. Вы выбирайте самостоятельно, сколько сантиметров вы хотите связать резиночку, сколько вы хотите связать сантиметром голенище. Это все индивидуально, никаких правильно не существует. Как вам нравится, так и вяжите. Я же свяжу вот лицевой гладью вот это голенище примерно 1,5-2 сантиметра, а потом начнем вязать пяточку. Для начинающих вязальщиц я сейчас покажу, как перейти с резинки на лицевую гладь. А те, кто умеет вязать, могут вязать самостоятельно. Смотрите, над лицевой нам нужно провязать лицевую, вяжем ее за переднюю стенку, а над изнаночной нам нужно провязать лицевую, вяжем ее за заднюю стенку. Вот, чтобы петельки не были перекрещенные. Над лицевую всегда за правую стенку вяжем, над изнаночной также за правую стенку. Неважно, передняя она, задняя, неважно, за правую стеночку лицевую провязываем. И над изнаночной также лицевую провязываем за правую стеночку. И вот так вяжем по кругу, 1,5-2 сантиметра, как вам нравится, можете сделать больше. Провязала я голенище 1,5 сантиметра, а дальше мне необходимо вязать пяточку. В классическом вязании считается, что пяточка вяжется на половине всех петель. То есть, если у нас 44 петли, делим пополам, это получается 22 петли. То есть пятку нужно вязать на 22 петлях. Но я никогда не придерживаюсь этого правила и добавляю в пяточку хотя бы 2 петельки. То есть пятку я бы вязала на 24 петлях, если бы у меня не был укрепленный рисунок. Но так как у меня укрепленный рисунок и он стягивает полотно, то я в пяточку обычно добавляю хотя бы 3-4 петельки, чтобы пятка не получилась сильно затянутой. Вот я схемку нарисовала. То есть на пяточку я сначала оставлю 24 петли. К этим 24 петлям добавлю 3 петли на рисунок, и у меня получится 27 петель. Пятку я буду вязать вот таким укрепленным рисунком. Он вяжется чередованием по лицу снятой и провязанной петли. То есть одна вот снимается, одна провязывается, одна снимается, потом провязывается так до конца ряда. А с оборота все петли вяжутся изнаночными. И обратите внимание, чтобы пяточка была вот красивой такой, начало ряда у меня начинается со снятой петли и конец у меня заканчивается снятой петлей. Чтобы так было, нам необходимо на пятку оставить нечетное количество петель.
И вот здесь в чашечке, в пятке, у меня также начало снятая петля и в конце снятая петля. Чтобы так получилось, нам на чашечку надо оставить нечетное количество петель. Мы решили оставить на пяточку 27 петель, как раз это нечетное количество петель. Вот я нарисовала схематически пяточку. Вот эти 27 петель мы будем вязать пяточку. Начнем со снятой петельки, закончим с снятой петельки, провяжем необходимую высоту пяточки. Затем 27 петелек я поделю, 10 у меня будет приходиться на один бок пяточки, 10 петель на второй бок пяточки, а 7 петелек останется на чашечку. Как раз нечетное количество петель, чтобы начало и конец ряда чашечки был связан со снятых петелек. Если же у вас не получается 27 петелек, я вот вам оставила расчет на другое количество петель. Например, если будет 29 петелек, вы 10 и 10 оставите на бок, а 9 возьмете на чашечку. Или, например, у вас 25 петелек, 8 и 8 вы оставите вот здесь вот на бока, а по центру на чашечку у вас придется 9 петелек. И давайте я вам сейчас покажу, как я буду добавлять вот сюда петельки. Вот это у нас начало ряда. И когда мы начинали вязать резинку, у нас здесь было 12 петель на первой спице и на второй 12 петель, как раз 24 петли. Вот 12 на одной спице, 12 на другой, 24 петли. И теперь нам нужно вот эти 3 петли добавить в пяточку. Примерно можно одну посерединке и 2 где-нибудь вот посерединке вот этих вот спиц. Но это на ваше усмотрение, как вы добавите. И еще такой момент. Вот тут у нас будет вязаться пяточка. Вот это место у нас всегда растягивается. Поэтому постарайтесь вот это место между двумя спицами провязать поплотнее, чтобы у нас не было дырки. Так, поплотнее. Давайте добавим, например, вот где-нибудь здесь вот петельку. Я буду добавлять из протяжки. Так, накидываю протяжку. И провязываю ее за заднюю стенку, чтобы у меня получилась перекрещенная петелька, чтобы не было видно дырочки. Одну добавили. Давайте вот здесь где-нибудь добавим. Также накидываем. За заднюю стенку провязываем. Вот вторую добавили. Примерно где-нибудь вот здесь можно третью добавить. Вот, все, у нас получилось 27 петель для пяточки. Давайте довяжем ряд до конца и пятку начнем вязать со следующего ряда. И вот здесь вот не забудьте подтянуть хорошенько, потому что вот здесь у нас будет конец пятки, и обычно они тут, дырочка получается, растягиваются петельки. Вот тут покрепче подтяните. Вот дошли мы до следующего ряда, вот наш хвостик, начало ряда. Теперь нам начать надо вывязывать наш рисунок. Одна петля снимается, другая провязывается. По идее, вот эту первую петлю нам нужно снять. Но если мы снимем, вот здесь у нас образуется дырочка. Поэтому вот эту первую петельку мы провяжем. Но это будет только один единственный раз и в этом ряду. И хорошенько ее подтяните, чтобы не было дырки. Вторую мы провязываем петлю,
следующую снимаем, провязываем, следующую снимаем. И так вяжем до конца. Я провязываю, а снимаю я обычно вот таким образом. Не вот так, а вот так. Мне так удобнее. Провязываем, снимаем. И, девчонки, вот этот рисунок очень стягивает полотно. И обычно я беру более толстые спицы. Сейчас я довяжу, поменяю на толстые спицы. Если же вам неудобно вязать на 2 парах спицах, то вяжите пятку очень слабо. Так, провязываем, снимаем, провязываем, снимаем, провязываем. Можно перейти на 1 спицу, так проще вязать будет. Так, смотрим. Вот это у нас была провязанная. Следующую снимаем, провязываем, снимаем. Обратите внимание, снимаю я вот так, просто переснимаю, не поворачиваю стенкой другой. Вот просто переснимаю и все. Так, это снимаем, эту провязываем, снимаем. И вот смотрите, вот эту мы должны по идее снять. Но когда мы будем вязать поворотный ряд, это будет кромочный, и мы ее снимем в обратном ряду. Поэтому в лицевом ряду мы ее провязываем. Все, первый ряд мы провязали. Я в следующий ряд провяжу на более толстых спицах. Поменяю на 3 номер. Беру 2 спицы и буду вязать пятку на 3 номере спиц. А изнаночный ряд вяжется вот так. Первую петлю снимаем как кромочную и дальше вяжем все петли изнаночными. И внимательно смотрите, за какую мы стенку вяжем. Всегда вяжем за правую стенку. Неважно, передняя она будет, задняя. Внимательно смотрите, потому что если вы свяжете не за ту стеночку петли, петля будет перекрещенная, и у вас не получится тот рисунок, который нам нужен. Но вот в первом ряду тут петельки еще не успели перевернуться, потому что у нас первый поворотный ряд, поэтому все петли вяжутся у нас за переднюю стенку петли, а в следующем я вам покажу, будем через одну вязать, одну за переднюю, одну за заднюю. Это происходит только в бабушкином способе. Если вы вяжете классическом, у вас петелька не будет переворачиваться. Вяжем следующий ряд. Первая петелька вот здесь уже у нас снимается как кромочная. И дальше мы вяжем первую, провязываем, вторую снимаем. Первую провязываем, вторую снимаем, провязываем, снимаем. И так до конца. Третью с конца мы снимаем, а 2 последних мы провязываем, потому что вот эта вот последняя будет снята в следующем поворотном ряду в изнаночном. Переворачиваем и первую снимаем как кромочную. И вот дальше внимательно смотрим. Первая петля провязывается за переднюю стенку, а вот эта вторая уже, которая была у нас снятая, вот внимательно смотрите, чтобы она была не перекрещенная, и вяжем за заднюю стенку. Девчонки, всегда вяжите за правую стенку, передняя она или задняя, неважно, чтобы у вас не были перекрещены петельки. Даже не задумывайтесь, просто вяжите за правую и все.
Вот у нас уже начинает проявляться наш рисуночек. Первая снимается как кромочная. И вот, девчонки, кромочную обязательно подтягивайте, чтобы она не была расхлябанная. Сняли кромочную. Первую провязываем, снимаем, провязываем. И тут уже видно вот это вот снятая петелька. На снятой петельке мы снимаем петлю. Не ошибитесь, если вы один раз ошибетесь, у вас уже собьется рисунок, не поленитесь, распустите, потому что одна ошибка испортит вам всю работу. Вот видите, уже все видно, у нас красивенько получается. И теперь мы провяжем необходимую длину, потом я вам покажу, как посчитать, какую же длину вам нужно провязать в пяточке. Провязала я пяточку в высоту, и теперь вам покажу, как посчитать вот эту необходимую высоту пяточки. Когда мы начинали вязать носочек, у нас на первой и на второй спице было по 12 петель. То есть 24 петли мы брали для вязания пяточки, не считая вот этих 3 петель, которые мы добавляли для укрепленного рисунка. И считается, раз мы взяли на пяточку 24 петельки, то и добавить вот здесь вот мы должны 24 петельки, 12 петелек с одной стороны и 12 петелек с другой стороны. Добавляем мы эти петельки вот здесь вот в кромочные. Я добавляю вот в одну из стенок кромочных. Не в две стенки, а только в одну, которая находится вот сюда, поближе к пяточке. И вот посмотрите, вот ниточка идет, петелька, идет ниточка сюда и вот сюда. Это еще не кромочная. Кромочная первая вот это. И нам необходимо, чтобы было 12 кромочных. Вот первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, 11, 12. Вот как только у вас будет 12 кромочных, вы перестаете вязать пятку в высоту. И с другой стороны у вас должно быть тоже 12 кромочных. Вот идет петелечка, вот она идет вот сюда на пяточку, вот она идет на пяточку. И вот это еще не кромочная. Кромочная вот следующая, вот раз. Видите, вот это вот. Вот первая кромочная, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, 11, 12. То есть и здесь у нас должно получиться 12 кромочных. И теперь мы только начинаем вывязывать чашечку. Вот обратите внимание, нитка у меня находится справа. Пяточку мы вязали на 27 петельках. Мне нужно с одной стороны оставить 10 петелек, с другой стороны оставить 10 петелек. И 7 петелек будем мы вязать чашечку. Отделю для вас, чтобы вы видели маркером, 10 петелек с одной стороны и 10 петелек с другой стороны. Посерединке у нас осталось 7 петелек. Теперь мы будем вывязывать чашечку. Провязываем ряд вот до этого левого маркера. Вяжем по рисунку. И теперь нам необходимо вот эту последнюю петельку чашечки провязать с первой петелькой бока. Смотрим, как лежит у нас петелька. У нас должна правая стеночка быть сзади, чтобы нам 2 петельки провязать не перекрещенные. Вот так. Переворачиваем. Кромочную снимаем вот таким образом, чтобы петелька в следующем ряду не получилась у нас перекрещенная.
и вяжем все изнаночными петельками до последнего маркера. И теперь нам необходимо вот эту последнюю петельку с чашечки провязать вместе с первой петелькой, вот этой вот, от бока. Я маркер сниму. Мне нужно перевернуть вот эту изнаночную петельку вот так, потому что я ее буду провязывать вместе со следующей петлей за переднюю стенку, чтобы не была петелька перевернута. Вот, провязала. Переворачиваю. И снимать петельку я буду вот таким образом, чтобы мне было легче вязать ее в обратном ряду. И дальше вяжем по рисунку. Доходим до последней петли и провязываем ее вместе вот с петелькой от бока. Вот так. Провязали. Снимаем петлю опять вот таким же образом. Вяжем все петельки изнаночные. И теперь вот эту петельку, которая у нас была на пяточке, провязываем вместе с следующей петелькой сбоку. Вот так. И так вяжем дальше, пока не закончатся вот эти все боковые петельки. Довязала я чашечку, тут петельки все убрала, у меня осталось 7 петелек на спице, и вот эту ниточку нам нужно довести до сюда, то есть провязать еще один рядок. Вот эту последнюю мы снимаем, потому что по рисунку она у нас снятая. И вот получилась у нас чашечка. И вот видите, как у нас красиво переходит рисунок. Вот это последняя петелька чашечки, а вот это первая петелька чашечки. И теперь набираем с кромочного 12 петелек. Вот раз, два, три. Вот они, 12 наших кромочных. Берем спицу 3-го номера и набираем 12 петелек. И дальше будем вязать по кругу. Только обратите внимание, если мы сейчас вот с кромочной, вот мы набрали здесь кромочную, и перейдем сразу вот сюда, у нас тут получится такая некрасивая дырочка. Чтобы ее не было, я подниму еще одну петельку вот отсюда. Вот так накину и провяжу еще одну петельку. То есть у нас было здесь 10 петелек, мы добавим одну. Вот здесь у нас было 10 петелек, вот здесь вот в уголочке мы прибавим одну. И тут получится на одной спице 11 петелек, а на другой, то есть 22 петли у нас будет наверху. И верх, вот этот верх, как я вам говорила, я буду вязать на более тонких спицах. Вот здесь 2,75 спицы, а подошву я на 3-м номере буду вязать. И вяжу я далее по кругу. Дохожу я вот до этого места, поднимаю вот отсюда одну петельку. У меня здесь получается 11 петелек. И далее начинаю набирать
кромочных, 12 кромочных петелек. И вот посмотрите, вот это у нас еще не кромочная. Вот она идет сюда. Вот это не кромочная. Кромочная у нас вот первая кромочная. И набираем 12 кромочных петель. Вот 12 кромочных петель. И теперь мы провязываем все петельки лицевыми. Но здесь уже берем третий номер спиц. Дошли мы до чашечки, и чашечку нам необходимо провязать по рисунку. Так как предыдущий ряд был связан со снятыми петельками, значит, этот ряд нам необходимо связать все петли лицевые. Провяжу несколько петелек на эту спицу. И несколько петелек оставшиеся перенесу на следующую спицу, чтобы нам было удобнее вязать. И продолжаю вязать лицевыми. Довязала я до 2 последних петелек, и теперь вот здесь начну делать убавки. Убавки буду делать вот в этом месте. Первая убавочка будет сделана с этой стороны, а следующая убавочка вот с этой стороны. И буду делать 4 убавки через ряд с каждой стороны. Вот я сделала рисуночек. Вот это наша подошва. 7 петелек – это наша чашечка. Вот наша чашечка. Вот здесь я показала 12 петелек, которые были набраны здесь по бокам. И будем делать 4 убавки с каждой стороны. И у нас после этих убавок останется 23 петли. Это нечетное количество. Мне это нужно для того, чтобы мой рисунок на подошве начинался со снятой петелькой и заканчивался снятой петелькой. Вот здесь я нанесла 12 прибавок, которые мы набрали из кромочных от пяточки. И нарисовала вот этих 4 убавки с каждой стороны для наглядности. И после этих убавок у нас останется 23 петельки на подошве и 22 петельки сверху носочка. И вот обратите внимание, каким образом я буду делать убавочку. Мне нужно вот эти петельки, чтобы они лежали вот так вот. Правой стеночкой вперед первая петелька и вторая петелька. И я их провяжу вместе вот так за переднюю стенку. Вот так. Это мне необходимо для того, чтобы здесь образовалась вот такая косичка. Вот эта косичка мне нужна, которая у меня перейдет потом вот в рисунок. Это с одной стороны и с другой стороны. Далее беру более тонкую спицу 2,75 и вяжу верх носочка вот этих 2 спицы только лицевыми петлями на спице 2,75. Дошли мы до другой стороны, где мне необходимо делать первую убавочку. Я меняю спицы на 3 номер, и мне нужно сделать убавочку немножко по-другому. Вот так у нас лежат петельки, правой стеночкой вперед. Мне их нужно перевернуть. Так, левой стеночкой переворачиваю петельки и провязываю их обе за заднюю стенку. Вот таким образом. И дальше мне необходимо вязать по рисунку. Предыдущий ряд был связан
все петли лицевые, значит этот ряд мне нужно вязать со снятых петелек. Пока у нас не видно рисунка, мы посчитаем. Вот эта петелька, вот она была снятая. Значит, вот это снятое, это снятое, снятое, значит, вот это должна быть тоже снятая. Снимаем петельку, следующую провязываем. И так вяжем до конца пяточки, вот до сюда. И здесь мы убавлений не делаем, потому что убавка была сделана в предыдущем ряду. И следующие 2 спицы верха провязываем все петельки лицевыми, меняя спицу на более тонкую, номер 2,75. Дошли мы снова до подошвы, меняем спицу на более толстую, номер 3. И здесь нам необходимо вязать все петли лицевыми. И здесь мы убавлений не делаем, потому что убавка была сделана в предыдущем ряду. И вяжем все петельки лицевыми. Дошли мы до конца нашей подошвы. В этом ряду нам необходимо сделать убавку. Убавку делаем, провязываем вот эти 2 петельки вместе, вот так за переднюю стенку. Все, вторая убавочка у нас с этой стороны сделана. И вяжем дальше. Вверх нашего носочка на спице 2,75 и вяжем вот до этого места. Дошли до начала нашей подошвы, снова меняем спицу на более толстую, номер 3. И здесь нам необходимо сделать убавку. Переворачиваем наши петельки, вот так, и провязываем 2 вместе за заднюю стенку. Вторую убавочку мы сделали. И этот ряд нам необходимо связать со снятыми петельками. Так, снова посчитаем. Вот это снятое, 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 снятое. Вот первая, значит, должна быть провязанная. Провязанная, снятая, провязанная. И так вяжем далее. Снова доходим до конца нашей подошвы. Так как вот тут была сделана у нас убавка, значит эти 2 петельки провязываем без убавки. И вяжем вверх нашего носочка вот эти 2 спицы лицевыми петельками, меняя спицу на более тонкую, номер 2,75. И провязываем все петли лицевыми. Дошли до начала нашей подошвы, снова меняем спицу на номер 3. Вот здесь был сделан убавление в предыдущем ряду, значит этот ряд мы вяжем без убавления и все петли лицевыми.
Доходим до двух последних петель нашей подошвы, и нам снова необходимо их провязать 2 вместе. Провязываем вместе за переднюю стенку. Мы сделали 3-ю убавку. Верх носочка также вяжем на спицах 2,75 все петли лицевыми. Дошли до начала подошвы, снова меняем спицу на 3-й номер. Здесь нам необходимо провязать 2 петельки вместе. Переворачиваем петельки и провязываем вместе их за заднюю стенку. Вот мы сделали 3-ю убавку. Далее вяжем по рисунку. Видно, что вот эту петельку нам уже нужно по рисунку снять. Снимаем, провязываем, снимаем, провязываем. И так вяжем далее. Доходим до конца. Вот эти 2 петельки были связаны вместе в предыдущем ряду, значит здесь мы вяжем без убавок. Так, вот это у нас снятая, провязанная. Верх носочка вяжем обе спицы, все петли лицевые, и спицу меняем на более тонкую. Снова меняем спицу на более толстую. Смотрим, вот этот ряд был связан со снятыми петельками, значит мы вяжем все петли лицевыми, и убавки здесь не делаем, потому что убавка была сделана в предыдущем ряду. Дошли до двух последних петелек. Здесь нам нужно сделать последнюю 4-ю убавку, 2 петли вместе за переднюю стенку. Меняем спицу на более тонкую и вяжем все петли лицевыми. Снова мы меняем спицу на 3-й номер. И здесь мы делаем последнюю убавочку. Переворачиваем 2 петельки и провязываем их вместе за заднюю стенку. Все, мы сделали последнюю 4-ю убавку. И дальше вяжем по рисунку. Провязанная петелька, снятая. И обратите внимание, что вот эта последняя петелька у вас должна быть снятой. Все убавки мы сделали. И теперь у нас на спицах, вот здесь вот на подошве, 23 петельки. Снова берем более тонкие спицы и вяжем вверх нашего носочка все петли лицевыми. Дошли до подошвы, меняем спицу на 3-й номер. И далее будем вязать наш узор со снятыми петельками. Вот этот ряд были петельки снятые, значит следующий ряд все петельки провязываем.
Вверх носочка вяжем все петли лицевые на спицах 2,75. Снова дошли мы до подошвы, меняем спицы на 3 номер. И следующий ряд мы вяжем со снятыми петельками. Первую петлю нам нужно снять, следующую провязать, снять, провязать. И так до конца. И обратите внимание, что вот эта последняя петелька у вас должна быть всегда снятой, чтобы получалось вот переход этой косички в рисунок на подошве. Далее вверх носочка вяжем все петельки лицевые на спице 2,75, а подошву вяжем на 3 номере спиц укрепленным рисунком. Первый ряд все петельки лицевые, а второй ряд со снятыми петельками. Далее мне необходимо сделать расчеты для подошвы и мыска. И обратите внимание, на мыске укрепленный рисунок я решила сделать вот примерно с этого места, а убавление мыска начинается вот отсюда. И убавление буду делать вот таким способом. Убавки в каждом ряду с 4 сторон. Когда мы с вами вязали клин подъема и сделали здесь все убавочки, у нас сверху осталось 22 петельки, на подошве 23 петельки, всего 45 петель. Но для того, чтобы мне вывязывать мысочек, мне необходимо количество петель, чтобы делилось на 4. И я вот где-нибудь в этом месте уберу одну петельку, и у меня останется 44 петельки для мысочка. Далее я делаю расчеты. 44 петли я делю на 4 убавки с каждой стороны в каждом ряду. И у меня получится, что я мысочек закрою за 11 рядов. 11 рядов я делю на плотность своего вязания, именно укрепленного рисунка, 3,4 ряда в сантиметре. И у меня получается 3,2 сантиметра. Это означает, что длина моего мысочка будет 3,2 сантиметра или 11 рядов. Но я решила, что от начала укрепленного рисунка до убавления на мыске я провяжу 10 рядов. 10 рядов я делю на плотность вязания 3,4 ряда в сантиметре, и у меня получится 2,9 сантиметра. То есть вот это расстояние будет 2,9 сантиметров или 10 рядов. То есть общая длина моего мысочка составит 6,1 сантиметров. Также я померила свою пяточку. Глубина пяточки у меня получилась 5,9 сантиметров. И решаю, что от пяточки до начала вязания укрепленным рисунком я провяжу 12 сантиметров. То есть общая длина моего носочка составит 24 сантиметров. Хотя длина моей стопы 24,5 сантиметра. Я специально делаю носочек немножко короче, чтобы он плотно сидел на ноге. Дальше мне необходимо посчитать, сколько рядов мне необходимо провязать от начала пяточки до укрепленного рисунка. Вверх я буду вязать лицевой гладью 12 сантиметров. Я умножаю на плотность вязания именно лицевой глади 2,9 ряда в сантиметре. И я получу 34,8 ряда я провяжу именно лицевой гладью. А укрепленным рисунком я провяжу 12 сантиметров, умножаю на плотность вязания 3,4 ряда в сантиметра именно укрепленного рисунка и получу 40,8 ряда я провяжу укрепленного рисунка. И разница между лицевой гладью и укрепленного рисунка составит 6 рядов. То есть вот здесь на подошве мне нужно провязать на 6 рядов больше. Для этого я 3 раза на подошве провяжу поворотными рядами туда и обратно. Сейчас я вам это покажу. Провязан у меня ряд со снятыми петельками. Вот эта петелька последняя у меня снята. Теперь переворачиваем наше вязание и будем вязать обратный ряд. Делаю накид
И первую петельку провязываю изнаночной. И все остальные петельки провязываю изнаночных вот эти 2 спицы. Переворачиваю на лицевую сторону, снова делаю накид, и следующий ряд мне необходимо связать со снятыми петельками. Первую петельку снимаю, следующую провязываю, снимаю, провязываю. И так вяжу далее вот этих 2 спицы. А вот этот накид я переношу на левую спицу. И мне необходимо вот этот накид провязать с первой петелькой вместе за переднюю стенку. Вот таким образом. Это я делаю для того, чтобы здесь не было дырочки. И далее вяжем вверх носочка 2 спицы на спице номер 2,75. Дохожу до последней петельки, и мне эту петельку нужно перевернуть. И одеваю ее на левую спицу. Вот таким образом переворачиваю левой стеночкой вперед и провязываю вместе с накидом за заднюю стенку. Вот. И теперь здесь дырочки не будет. И далее берем более толстую спицу и продолжаем вязать по кругу. Только обратите внимание, мы сейчас провязали 2 поворотных ряда, и после провязывания поворотного ряда бабушкиной изнаночной петлей у нас петельки тут поменялись, и надо внимательно смотреть, как вы провязываете лицевую. Первую лицевую нам нужно провязать за правую заднюю стенку, а следующую лицевую за правую переднюю стенку. За заднюю стенку, за переднюю стенку. И так вяжем далее. Сейчас мы добавили 2 ряда, нам необходимо будет еще добавить 2 раза по 2 ряда, то есть всего добавляем 6 рядов. Провязала я от пяточки 12 сантиметров, маркерами пометила места, где делала прибавки по 2 ряда. Теперь буду вязать укрепленный мысок. Сейчас у меня связан ряд, все петли лицевые. Вот хвостик вязания, и будем считать это местом начала ряда. Для начала мне необходимо убавить 1 петельку, для того, чтобы на спицах осталось четное число петель. В моем случае это 44 петли. Для этого я распущу вот эту петлю, и мне необходимо вот эту петельку с правой спицы провязать вместе с петлей с левой спицы. Для этого я переворачиваю петли вот таким образом, левой стеночкой вперед обе петельки, и провязываю их вместе за заднюю стенку. В этом случае петелька прячется, и никакого убавления видно не будет. И дальше мне необходимо вязать укрепленным рисунком. Вот эта петелька у нас по рисунку снятая, значит, следующую нам нужно провязать. Снять, провязать, снять, провязать. И так вяжем весь ряд вот до этого места. Провязали мы ряд со снятыми петельками, следующий ряд вяжем все петли лицевые.
2 ряда укрепленного рисунка на мыске мы провязали. Нам осталось провязать еще 8 рядов, и потом приступим к убавлению на мыске. Провязала я 10-й ряд, все петли лицевые. Теперь я могу переходить к убавкам. Мне необходимо все количество петель, которые у нас есть на спице, у меня это 44 петли, поделить поровну на каждую спицу. У меня на каждую спицу получается по 11 петель. И мне важно, чтобы вот эта вот петелька, которая проходит по всему носочку, у меня проходила вот здесь по мысочку с одной стороны и с другой стороны. Для этого мне необходимо, чтобы вот эта вот петелечка, которая проходит по всему носочку, была первой на левой спице. И мне ее необходимо перенести на левую спицу. Но обратите внимание, она у меня провязанная. Я ее переношу вот так, провязанную. И с другой стороны мне необходимо, чтобы вот эта петелечка также была первой на левой спице. И обязательно проверьте, у вас должно быть одинаковое количество петель на каждой спице. Теперь начинаем делать убавки. Для этого мне необходимо провязать все петли до 2 последних по рисунку. Сейчас по рисунку у меня ряд со снятыми петельками. Вот эта петелька у меня провязанная. Следующую мне надо провязать по рисунку. Снимаю, провязываю, снимаю, провязываю. Дохожу до 2 последних петель и провязываю их вместе за заднюю стенку. Вот такая убавочка у меня получилась. На остальных спицах повторяю точно так же. По рисунку вяжу до 2 последних петелек. И 2 последние петельки провязываю вместе за заднюю стеночку. Вот убавочка у меня вторая получилась. И так вяжу на остальных спицах. Дохожу до начала ряда, и этот ряд мне необходимо провязывать все петельки лицевые. Вяжу все петли лицевыми до последних 2 петель. И последние 2 петельки провязываю вместе за заднюю стенку. И также повторяю на остальных спицах. Все петли лицевые до последних 2 петель. И 2 последние петельки вместе за заднюю стенку. И так вяжем на всех спицах, пока у нас не останется всего 4 петли. Осталось у нас на спице 4 петельки. Теперь нам необходимо их стянуть. Можете стянуть их крючком. Я буду стягивать иголочкой. Прячем ниточку внутрь нашего изделия, снимаем маркеры. Прячем все хвостики. Вот такие носочки у нас получились. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Я буду очень рада вязать вместе с вами.